С годами моя концепция религии расширилась. Моя мать была баптисткой, а отец– методистом. Они оба верили, что Иисус– Сын Бога. Я в это не верю, но я верю, что он был таким же важным пророком, как Моисей. Я верю, что в судный день мои родители будут в раю не потому, что они были безупречны, а потому, что они были порядочными, любящими людьми и верили в Бога. У нас у всех один и тот же Бог, просто мы служим Ему по-разному. Реки, озера, пруды, ручьи, океаны имеют разные названия, но все они содержат воду. Так и религии имеют разные названия, и все они содержат истину, выраженную разными способами, в разных формах и в разное время. Неважно, мусульманин ты, христианин или иудей. Когда вы верите в Бога, вы должны верить, что все люди являются частью одной семьи. Если вы любите Бога, вы не можете любить только некоторых из Его детей. Эта книга является отражением моей жизни. В ней описываются некоторые из моих самых запоминающихся переживаний и рассказывается история о том, как я стал тем, кем я являюсь сегодня. Я прошел долгий путь с тех пор, как начал заниматься боксом. Я путешествовал по всему миру и встречал самых разных людей. Я верю, что Бог украсил планету, распространив всех и сделав нас разными. Цель наших наций должна состоять в том, чтобы работать над пониманием, уважением наших различий и прославлением нашего сходства. Мир был бы скучным, если бы все цветы были одинаковой формы, цвета и размера. Одним из наиболее важных аспектов моей духовности было постепенное осознание всех моментов в моей жизни, когда Бог работал через меня внутри и вне ринга. У меня были проблемы с чтением и правописанием. Я едва закончил школу. У них есть имя для того, что у меня. Это дислексия. Но когда я учился в школе, учителя считали детей с трудностями в обучении глупыми. В школе мне было сложно, но я нашел способ справиться с этим. Когда я наткнулся на кирпичную стену, я не сдался и не ушел. Я находил свой путь вокруг, под или над ней. Я нашел способ работать с тем, что дал мне Бог. Когда я читаю или слышу что-то, что я считаю ценным, что-то, что говорит мне о мире, как я его чувствую, я фокусируюсь на этих частях, я запоминаю их. Когда что-то кажется мне истинным, оно становится частью меня. Это то, как я учусь. Я чувствовал, что Бог всегда работал через меня. Он наполнил меня мудростью, верой, уверенностью в себе и осознанием. Я изучал жизнь и изучал людей. Я могу плохо читать и писать, но когда дело доходит до любви, сострадания и других чувств в сердце, я богат. Есть старая поговорка, которую я повторял годами. Она звучит так: где богатство человека? Его богатство в его знаниях. Если его богатство в банке, он им не владеет. Мое богатство заключается в моем познании себя, любви и духовности. Я пытался использовать свои знания, чтобы быть хорошим представителем своего народа. Я не могу быть слепым, потому что если слепой ведет слепого, то все они упадут в канаву. Моя душа выросла с годами, и некоторые мои взгляды изменились. Пока я жив, я буду продолжать пытаться понять больше, потому что работа сердца никогда не заканчивается. Всю свою жизнь я подвергался испытаниям. Испытана моя воля, испытана моя храбрость, испытана моя сила. Теперь мое терпение и стойкость подвергаются испытанию. На каждом шагу пути я верю, что Бог был со мной. Больше, чем когда-либо, я знаю, что Он со мной сейчас. Я научился жить в моей жизни шаг за шагом, одно дыхание и одно мгновение. Но это был долгий путь. Я отправился в путь любви, поиска истины, мира и понимания. Я все еще учусь.